Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Баран просит у Гэжи Сабихи отчет, Дилан не может вынести того, что слышит, и заходит внутрь. Затем Дилан начинает допрашивать Сабиху Ханем. Бэрон хочет отправить вас наверх, потому что вам нужно отдохнуть, но Дилан не хочет уйти, не узнав правду. Когда Сабиха Ханем оказывает давление на Сабиху Ханем, задавая много вопросов, она встречает Азади Ханем и Хасана, выходя из особняка в слезах. Когда Хасан пытается поговорить с Гэжой Сабихой, госпожа Азади мешает ему. Потом, когда я говорю, что осознаю, что ты что-то чувствуешь, Хасан говорит «да», но ты не позволяешь этому продолжаться, ты стоишь как замок перед своей любовью, как тяжело давление семьи. Бэрон приводит Дилана в комнату, чтобы он прилег, но Дилан не хочет ложиться. Дилан спрашивает Барана: «Когда ты узнал, пожалуйста, ничего от меня не скрывай». Баран обнимает его и говорит: «Ты несешь жизнь, эти события не пойдут тебе на пользу». Когда Дилан говорит: «Позволь мне поговорить с матерью и раскрыть это дело», Бэрон не позволяет этого. Затем он уходит, говоря: «Отдохни до ужина». Цеврей и Джевдит очень рады узнать пол ребенка и направляются к врачу. Когда Сабиха приходит домой, она думает о том, что сказал Дилан, и плачет. Тогда он сказал себе: «То, что сделал Джавахир, достаточно, но ни Баран, ни Дилан теперь не остановятся, но я не могу этого сказать, все будет очень плохо». Когда я говорю, что и моя дочь, и мой внук пострадает, Хевен говорит, что есть силы с обеих сторон, и мы не можем этого предотвратить. Госпожа Сабиха звонит Джавахиру и говорит, что я больше не могу подвергать опасности свою дочь и ее ребенка, я решу эту проблему. Джавахир говорит, что в конце концов все узнал, но на телефонные звонки не отвечает. Дилан думает о разговоре Барана и Гэжи Сабихи, затем звонит Гэжи Сабихи. Когда госпожа Сабиха не отвечает, она звонит Хевину и отклоняет звонок, говоря, что госпожа Сабиха находится на собеседовании. Дилан говорит: «Я поговорю с тобой, детка, и сделаю все, чтобы защитить свою семью». Госпожа Сабиха говорит: «Позвольте мне поговорить с Джавахиром, а потом я решу, что делать». Он очень доволен Гулем, и Ферат говорит, что отныне его единственная цель – сделать тебя счастливой. Пока Ясмин готовит десерт, она напевает мелодию. Пока Харун наблюдает за ней, он замечает Ясмин и помогает ей. В этот момент звонит телефон. Когда Харун идет отвечать на звонок, он думает про себя, что больше не принимает меня как своего контактного лица, мне нужно как-то его расположить к себе. Бараны ждут в кабинете прихода Ферата, и когда он приходит, Баран говорит, что госпожа Сабиха знает, кто наш враг. Когда Ферат и Джихан спрашивают, почему она скрывает это, Баран Сабиха отвечает, что она, очевидно, делает это, чтобы защитить нас, независимо от того, насколько сильна другая сторона. Когда Джихан говорит: «Я не могу понять, столько всего произошло», господин Кудрет говорит: «Я понимаю Гэжу Сабиху, она пытается защитить своих близких и вынуждена хранить молчание». Баран говорит, что я больше не доверяю госпоже Сабихе, и поэтому натравил на нее мужчину. Хасан подслушивает у двери и узнает, что бараны говорят о встрече с семьей преступника. Каждый, кто выходит из кабинета, не может понять, почему здесь Хасан, и смотрит на него с подозрением. Пока Дилан в комнате думает, что делать, приходит Бэрон. Когда Дилан дает разные ответы на вопрос Барана, где, Баран говорит, что у него на уме, не делай этого. Дилан говорит: «Мне нужно поговорить с мамой, почему ты мне не позволяешь?» Когда Бэрон отводит его к кровати и говорит, что тебе нужно прилечь и отдохнуть, Дилан садится на кровати и спрашивает ребенка Барана, что мне делать с твоей упрямой матерью. Когда Дилан говорит: «Пожалуйста, позволь мне поговорить с моей матерью», Бэрон говорит, что я так устал, твоя мать меня так расстраивает. Дилан говорит: «Я слишком устал, чтобы идти спать, я пойду в гостиную, если у меня будет разрешение», и они вместе спускаются вниз. Гуль понимает, что Ферат что-то скрывает, и говорит, что боится, что в любой момент что-то произойдет.
Ферат говорит, что дела идут не так, но мы совсем разберемся, так что мне пора идти. Гуль предупреждает вас, чтобы вы берегли себя, а Ферат советует не простужаться, зайдите внутрь и уходите. Барану звонит его человек и сообщает, что все в порядке. Леди Азади злится на Дилана за то, что он не заботится о себе, и говорит, что когда придет Баран, скажи что-нибудь своей жене, она вообще о себе не заботится. Когда Дилан говорит, что тебе, должно быть, было очень жаль меня, когда я исчез, госпожа Азади говорит, нет, дорогая, мне было жаль ребенка. Дилан завершает тему, говоря, конечно, это так. Затем Берон пытается заставить Дилана съесть суп, а затем злится на Дилана за то, что он не обращает на себя внимания на кухне. Джавахир ругает Шаира и просит сделать все необходимое, чтобы решить проблему. Как только Баран покидает Дилан, потому что у него часовая встреча, Дилан составляет план, говоря, что у него достаточно времени, чтобы поехать к Сабихе Ханем. В тот момент, когда Джихан собирался пойти в школу, он остановил меня и спросил, может ли он отвезти меня к моей матери, и Джихан согласился. После того, как Дилан и Джихан покидают особняк, Баран покидает кабинет, говоря, что встреча отменена, и узнает, что Дилан ушел с Джиханом. Когда он звонит Джихану, он сообщает ему, что оставил Дилана с матерью. Дилан приходит к даме Сабихи и спрашивает, кто этот враг. Когда госпожа Сабиха говорит, что она не может сказать, чтобы никто не пострадал, Дилан перечисляет все события, которые с ними произошли, и злится, говоря, «Разве вы не понимаете, что если вы не скажете правду, опасность возрастет?» Продолжать. Госпожа Сабиха говорит, что я больше не позволю никому причинять вред ни вам, ни моему внуку. Джевдит и Цеврии берут пол в конверте и не позволяют Цеврии раскрыть его. Когда Дилан говорит, что он скрыл все, что Сабиха сделала, чтобы защитить Барана, Сабиха отводит взгляд и стыдится того, что она сделала. В то время как Дилан говорит, «Я совершил эту ошибку, не делайте этого, сокрытие правды, это не выход», приходит Берон. Когда госпожа Сабиха видит, что Баран злится, она говорит Барану, что Дилан не виноват, он просто пытается вам помочь. Когда Дилан говорит «скажите мне тогда», госпожа Сабиха говорит, что я не знаю, кто бы ни был наш враг, я не знаю. Дилан говорит, что я не могу сказать тебе сейчас, тогда ты это скрываешь. Берон говорит Дилану идти, и Дилан говорит, я знаю, что ты злишься на меня, но я просто хочу знать, кто враг. Берон говорит, пойдем, ничего не говоря. Госпожа Сабиха снова звонит Джавахиру, на этот раз он берет трубку и говорит, «Госпожа Сабиха, нам нужно поговорить». Пока госпожа Сабиха договаривается о встрече, Джавахир говорит, что ваш жених Баран заставляет вас следовать за ним, у него у вашей двери мужчина. Госпожа Сабиха говорит, «Хорошо, я выйду через заднюю дверь», и когда она вешает трубку и говорит, что я пойду к Хевину один, Хевин говорит, что это может быть опасно. Госпожа Сабиха отвечает, что матери – это все для своих детей. Пока Ферат за кем-то следит, он не может сообщить Гулю, когда у него разрядится батарея. Поскольку он не может связаться с Гулем, он начинает волноваться и думает, что с ним не могло случиться ничего плохого. Когда Дилан говорит, что его беспокоит громкость Барана в комнате, Баран кричит, «Как ты можешь быть таким бездумным после всех этих событий?» Когда мы говорим, что чуть не потеряли нашего ребенка, Дилан говорит, что именно поэтому я поехал туда, чтобы защитить нашего ребенка. Пока Берон кричит и говорит, что моя работа – защищать тебя, его телефон звонит, и он говорит, что придет. Джевдит все еще не дает им открыть конверт, а Ясмин советует нам устроить вечеринку по раскрытию пола. Цеврия не считает это необходимым, но затем убеждается и говорит, «Мы с Харуном подготовим для тебя очень приятный сюрприз». А пока он думает, я улажу отношения между тобой и мной. Когда Сабиха Ханем спрашивает Джавахира, стоит ли он за аварией, Джавахир признается. Когда Сабиха злится и говорит, что убьет тебя, Джавахир останавливает ее, говоря, не делай этого. Когда вы говорите, теперь вы прекратите, я передам отснятый материал прессе, что вы будете делать, когда мой отец наблюдает за вами.
Джавахир говорит: а госпожа Сабиха, вы думаете, что я настолько наивен? Эти кадры у меня теперь есть, и теперь я буду ускоряться еще больше, мне все равно, кто застрянет под машиной. Тем временем приходит Бэрон и наблюдает за ними издалека. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.